Всем привет, меня зовут Виктор Блуд, я являюсь создателем движения «Силачи старой школы», тренируюсь в своем необычном, неповторимом стиле, и сегодня я вам расскажу об этом поподробнее специально для канала YouGifted. Вообще, зачем это делаешь, я понять не могу. Гири я обожаю, это один из моих любимых снарядов был, будет и остается. Это, наверное, мой путь становления силача начался как раз-таки с них. Я занимался турниками, контакт тогда только появлялся, и, в принципе, там были какие-то качковские группы такие еще совсем не раскрученные. И там парень выложил видео, где он жонглирует гири 16 килограмм. Вот, жонглировал он очень круто, он ее подбрасывал, там 3-4 оборота. И меня это настолько захватило, что я, по-моему, в ту ночь даже не уснул вообще. То есть на следующий день я прямо вот с утра пошел, разбил там какую-то свою копилку и поехал на Авито за гирей. Вот, гиря была 24 килограмма, она мне тогда была нереально велика. Пока я ее с Купчино дотащил домой, я думал, я просто погибну. На следующий день у меня болело все тело, и мне было просто даже трудно представить, что ее можно подбрасывать, поднять над головой или что-то в этом духе. В принципе, да, я всю жизнь тренировался по своим ощущениям. То есть, когда мне ребята говорят, когда они там тренируются по какому-нибудь там Вейдеру, Швейдеру, еще что-то, я прям так думаю, воу-воу. Вот это знаменитые пенопластовые блины, Сразу видно. да, за которые меня ругают. Будучи силачом старой школы, можно заниматься и кроссфитом, и тяжелой атлетикой, и всем в таком духе. Но основная идеология – это занятие в любом месте, в любое время, с любым количеством инвентаря, который у вас есть. Кушаю все абсолютно, то есть никаких диет не придерживаюсь. Сладкое, соленое, кислое. Нет у меня никаких этих самых ограничений в этом плане. Вот, анаболические стероиды я не употребляю и пока не планирую. Вот это 32 от Heavy Metal, вот это 40. Вот это самая настоящая реликвия, потому что это гиря сделана из латуни. Когда с ней работаешь, можно услышать характерный звук, как будто церковная служба идет. Обычно я заранее ставлю себе цель какую-то перед тренировочкой, ее придерживаюсь. Последний раз я не соизмерил свою цель, и я сделал 50 турецких подъемов вот с этой штукой, на что мне потом правое плечо сказало «до свидания». Думал, что травмировал, но оно прям вообще в отказ ушло. 2 дня поболело, ну ничего, нормально вроде. Я называю это гиперкомпенсация, значит супер сильнее стало. Так, ну что, попробуем швунг зрелости. 64 килограмма. В принципе, если вы толкаете одной рукой 2 гири по 32 килограмма, это такой мужской челлендж. У тяжелоатлетов есть поднять сотку, а у силачей старой школы в одной руке 2 гири по 32 толкнуть. В любое время дня и ночи это надо делать. Знаменитая гиря, про которую тоже говорят, что она пустая. Типа, не может она столько весить, таких гирь не бывает. Лежит в зале Нева Кроссфит. У нас даже есть конкурс, кто толкнет ее одной рукой над головой, получит абонемент на 3 месяца. Вообще, зачем это делаешь, я понять не могу. Ради удовольствия. То есть это как хобби получается. Ну, это здорово. Это интересно. А есть какая-то мечта впереди, там, 100 килограмм, да, есть мечта. Я просто не могу сказать, что я этим очень упорно занимаюсь. То есть вот толчки одной рукой я делаю их довольно редко. Вот, и мой последний лучший результат, опять же до травмы, это был 90 килограмм штанга одной рукой. Да твою ж дивизию! Я пока ее не толкну, я от нее не отойду. А это как бы... Так всегда, да? Так ты Да, не да. отступаешь. Мой лучший рекорд
Это был толчок 3 гирь одной рукой. В одной руке 24, 32 и 24. То есть 3 гири в одной руке, 80 килограмм получается. Вот это был лучший мой рекорд. У тебя примерно в таком ритме тренировки проходят, да? Не, обычно так и проходят все съемки, в принципе. Там попробовал, сям. Не получилось, славно, там поупирался. Рекорд какой-нибудь там. А тренировки, они более все-таки дисциплинарные. Отработка движения, количество, интенсивность. Люблю многоповторку, то есть там 50 раз, там соточка, там в комплексе что-то 50 на 50. И вот в таком ключе, быстренько, со вкусом. Да, я сам волнуюсь, что думаешь? Вот уже прикольно. Хорошо. Ну, то, что я сдохну от штанги, мне говорили, наверное, лет с 20, как раз-таки, как я начал заниматься. Мне пророчили инвалидную коляску. Ну, в принципе, и сейчас продолжает, уже 6 лет прошло. Из серьезного, последний раз у меня был разрыв червеобразной мышцы в кисти. При том, что это было на тяжелоатлетическом движении, я брал аксель на грудь. 120 килограмм. Первый подход я взял нормально. Второй подход решил сделать на видео. В общем, забросил штангу и пошел, в общем, в сет. И из-за того, что штанга толстая, я недостаточно ввалил локти. И, в общем, вот так вот попал со штангой локтем на колено. И она у меня на излом пошла. Мы видели, ты огромную штангу себе на ногу уронил. Да, было дело. Это видео до сих пор гуляет по интернету. 150 килограмм штанга. Ничего не сломал, не раздробил. Нога поболела ровно одну ночь. Тоже не досел, но хорош что-то. Рука устала. Слушай, а какая у тебя цель? Вот ты через 10 лет, ты кем себя видишь? Честно говоря, я планирую заниматься всю жизнь спортом. Я не планирую заниматься каким-то определенным спортом, то есть, допустим, там выступать там всю жизнь по пауэрлифтингу или по гирям. Я планирую заниматься вот чем я занимаюсь, улучшать себя в этой сфере. Ну и, возможно, в будущем что-то сделать, возможно, какие-то соревнования подобного формата. Пора закругляться, поэтому все подписываемся на канал, ставим лоу-кики, звоним в колокольчики, чтобы получать уведомления. Если вы хотите еще увидеть меня на этом канале, где я делаю всякие уже серьезные трюки, сегодня так, расслабон, прелюдия, тоже пишите в комментариях, ставьте лайки, оформим, сделаем. С вами был Виктор Блуд, силачи старой школы, специально для YouGifted.